Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля. Давайте узнаем, каковы же подсказки карт. И у нас сегодня колода добра. Изображение и значение этих карт подаются с позиции позитивной психологии. И давайте будем добрее к самим себе. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Позволим себе право ошибаться и идти дальше. Допустим, альтернативные варианты развития событий и нашего восприятия. И как подсказка, вот как раз и будут образы карт. Какую-то историю, возможно, вы для себя на пару шагов вперед сумеете просчитать. Основные ключевые вопросы – это что важно знать и неожиданности недели. Что скрыто, тоже узнаем. Итак, первое. Что важно знать для вас, мои дорогие овны? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время, как видят карты? Или что может помешать? А что вам будет помогать или что будет радовать? Что скрыто? По основным сферам жизни посмотрим. Дело, работа, бизнес. Энергия финансов, деньги. И личная жизнь. Итак, что же важно знать? Десятка огня, но много энергии, мои дорогие овны, будет в этот период недельный. Может быть, вот такая многозадачность, обратите внимание. Прекрасная девушка словно ловит на лету горящие, странички небольшие. Или это ее как будто идеи. Очень хочется успеть везде и всюду. Может быть, мои дорогие, вы очень деятельные натуры сами по себе и энергичные. Надеетесь вы чаще всего как раз на себя самих. И, может быть, вы себе уже план какой-то минимум и максимум составили, что важно знать. Все же по десятке огня или в классической колоде Таро это у нас многозадачность, десятка жезлов. Может быть, карта подсказывает делегируй часть своих обязанностей, особенно тех, которые кто-то может сделать сам. Вот за кого-то работу точно делать не стоит. Не брать новые обязательства, а расставить все по местам и словно вычистить, может быть, из нашего пространства те дела, которые не имеют значимого продолжения или не служат вам, как вашему прогрессу, например, мои дорогие овны, может быть, вас это не вдохновляет, а вы делаете что-то по привычке. Вот здесь как будто пересмотреть свои дела определенно стоит. Вот это, что важно знать. Не устроить себе какой-то, наверное, хаос из невыполненных дел. И это не значит, что мы их должны каждый расписать. Скорее всего, от чего-то отказаться или пусть делает кто-то другой. Не давать, кстати, обещаний. И к себе не ставить завышенных требований все же. Это тоже важно. Нас больше карта к отдыху где-то призывает, потому что уставшие люди делают ошибки. Помните об этом. Неожиданности. Семерка воздуха. Вот как раз у вас появляются какие-то возможности, когда вам нужно словно их не прошляпить. Или не быть в каком-то круговороте событий или вот тех самых дел, о которых мы с вами говорили. А что-то более важное можно упустить. Вообще по этой карте, это карта независимости. И когда мы живем по своим правилам, без подсказок чужих, без того, что нам кто-то что-то насаждает. И карта говорит, не удовлетворяй чужие амбиции, чужие мечты, как будто не воплощай, займись вот действительно чем-то важным для тебя лично. По карте посмотрите, есть у нас девушка прекрасная, как будто она общается с птицами, поэтому много информации. Может быть, эту информацию перед тем, как на что-то согласиться, следует перепроверить в неожиданностях. Может быть, если мы начнем что-то перепроверять, мы убедимся, что вообще-то игра не стоит свеч или овчинка выделки. И дипломатия, да, вот как много информации, много птиц как будто, да, и умение говорить, может быть, или понимать разных людей, разного склада ума. У кого-то проиграется на разных языках, мои дорогие. Сама по себе дипломатия и умение сглаживать острые углы. Вот как будто в неожиданностях, если мы будем
Ну или изберем такой тактикой главной на всю неделю. У нас не будет неожиданностей. Значит, в принципе, неожиданностей или обстоятельств непреодолимой силы у нас как будто не будет. Мы можем сами себе в торопях или чего-то не заметить, пропустить, или где-то не выстроив правильное общение, создать какую-то напряженность. Все, как будто нет других подвохов. Чему сейчас не время? Правосудие. Ну, к примеру, не говорить, вот ты там где-то был неправ, или я вам сейчас докажу, или вы пытаетесь свое мнение как будто довести до оппонента, чтобы он принял вашу точку зрения. Вот этому не время. Или вы ему многократно пытаетесь объяснить какой-то факт, а человек не настроен вообще воспринимать ничего. И нам здесь говорят, вот ты тут ничего не доказывай. И словно ну, отчасти где-то угрожать или говорить, что да, я там на тебя подам в суд, или ну у кого-то буквально, как будто мы угрожаем вот этим самым правосудием. И этому не время. Самому себя, мои дорогие овны, не подвергнуть в то состояние, когда вы возьмете действительно на себя ненужную ответственность. Более того, не соглашаться с учетом этих двух карт все-таки лавировать, манипулировать, быть гибче, быть дипломатом придется. С учетом уже 3 карт. Почему? Потому что вы можете подписать какой-то документ на раз и, не успев опять же додумать. Может быть, это из-за того, что в торопях. И по прошествию времени вам словно может вернуться, и вы останетесь один на один с какой-то проблемой, и начнете решать вопросы в одиночку. Вот о чем вопрос. Вот этому не время ставить себя под удар, рисковать собой, рисковать своим положением, своим статусом, имуществом, деньгами, и не нарушать закон. Не увеличивайте скорость словно на этой неделе, не спешите буквально физически, так и не загружайте себя делами. А что же будет помогать? 4 воды. А вот ничего не делание, почти. Не совсем, конечно. По 4 воды, как ни странно, в обычной колоде Таро проходит состояние апатии. Поэтому, мои дорогие овны, что будет помогать? Это совершенно противоположные вашим энергии. И, может быть, есть такие ситуации. Очень интересно. 7 воздуха. По сути, это 7 мечей. Называют в классических колодах Таро картой вора. Значит, вы можете столкнуться с теми людьми, которые, где-то нечестны в отношениях с вами. Или 3 пишем, 2 в уме оставляем. У каждого здесь какая-то своя задумка. Здесь будет буквально и не прошляпить. Важно, правда? Быть внимательным как к сумочкам, кошелькам, паролям аккаунтов. Смотреть, по каким ссылкам вы переходите. Фишинг у нас процветает, по-моему, с каждым днем все лучше. И какие бы ни предпринимались, к сожалению, попытки со стороны разных систем обойти все очень сложно, потому что мы должны быть предельно внимательны. Не рисковать, вот повторяюсь, с собой. Но где-то этот подвох, его как будто надо держать, допускать, что я могу чего-то не знать или могу в чем-то ошибиться. И с учетом карты правосудия и 4 воды, если мы говорим, что помогает, вот это самое состояние как будто отрешенности, апатии. И я не говорю об этом состоянии, как предлагаю вам окунуться в апатию. Я предлагаю вам совершенно другое, мои дорогие овны. И в эпоху Водолея как раз невозможное возможно. Так вот, сыграйте, мои дорогие. Будьте великими актерами, если вы столкнетесь с обстоятельствами, которые, вызваны людьми, или вас к чему-то склоняют, а вы интуитивно чувствуете, что нет, мне туда не надо. Значит, лучше из себя изобразить апатию, и что вполне вероятно, что от вас же ждут какой-то быстрой молниеносной реакции. Все знают, что Овен это где-то больше все же импульс. Или когда вы то, что вы думаете, или как вы мыслите, вы за чистую монету можете это рассказать совершенно откровенно. И просто люди могут хитрить где-то с вами, мои дорогие, в неожиданностях, и вам ничего другого не остается, как хитрить тоже. И значит, вот эта позиция, как будто рассказать о себе, что мне сейчас не до этого дела, может быть, или у меня сейчас другие заботы, не вдаваясь, какие это заботы, или научиться быть хорошим актером, если жизнь не оставляет ничего другого, значит, иногда это делать полезно. Эта карта вообще в этой колоде карта самоанализа и временного затишья. Вот нам это помогает. Поэтому, если помогает изобразить из себя
Но какую-то вселенскую апатию примерьте на себя этот образ. И кто знает, может быть, он вам поможет не включиться в какие-то дела, которые впоследствии могут осложнить вашу жизнь, или не согласиться на какую-то мутную сделку, предложение. Словом, вот этот самоанализ, он помогает. Что же скрыто? Вестник огня. Здесь могут проходить, безусловно, как и ваши желания, планы, так и планы другого человека. И нам, если мы говорим, что скрыто, это вам как будто нужно скрывать. Что вы намереваетесь делать? Какие вы планы, как и минимум, так и максимум, собрались осуществлять? Или о себе просто много не рассказывать. Ни о своей личной жизни, ни о финансовом статусе, либо просто вот ваши мысли. Если у вас кто-то спросит, что ты думаешь по этому поводу, так вот лучше, да ничего, мне сейчас не до того. И изобразить апатию. Вот буквально. Вот так. Вот такая роль, как будто вам предлагается, потому что вот такие противоположные карты. Это скрыто. Огонь мы сдерживаем, скрываем. Намерение, вестник огня, прекрасная карта. Как раз посмотрите, десятка огня. И здесь как будто 10 свечей, 10 намерений, 10 каких-то направлений. 10, может быть, дел каких-то незавершенных, но нет. Сейчас это должно быть скрыто. А внешне, абсолютный нейтралитет, как минимум. Люди там, повторюсь, тоже могут также от вас скрывать, не показывая вам обстановки какой-то. Или вам могут что-то предложить, вы не видите на данном этапе, как это разовьется для вас. А человек уже, предположим, знает больше информации, просто вам ее не сообщает. И поэтому не время с собой рисковать. Дела, работа, бизнес. Интересная неделя. Паш огня. Вы знаете, как какое-то новаторство или новая идея, или новое ваше дело, или предложение по работе. Всегда по пажу огня есть элемент обновления или то, что нас заинтересовало и одновременно вдохновило. И значит, у кого-то может быть как предложение вам либо по работе, либо возможность какой-то документ, может быть, согласовать. У кого-то вопросы, связанные с детьми, а у кого-то по пажу огня просто меняется график работы. Или какая-то структура порядка меняется, может быть, на работе. Руководитель поменялся. Или отчет, форма отчета меняется. Есть тот элемент, который как бы с элементом, опять же, новизны. И мы от этого не уйдем. По этой карте это авантюра или начало проекта. А про авантюру мы с вами уже поговорили, что где-то не время в авантюру уже включаться. Но вот просчитать или переложить эту авантюру в конкретный проект, в новый, отсечь то, что вызывает ваш риск, и тогда как будто продумать что-то можно. По крайней мере, карты нас предупредили. Может быть, есть какое-то дело, в котором однозначно, где-то вы придете к выводу, нет, я в этом не участвую, а что-то и будет стоящее, что-то будет, как знаете, элемент прогресса на последующий период. Или это то, что вы не можете отменить. Может быть, переделать, как я сказала, отчет по новой форме. Финансы. Карта отшельника. И дверь, и как будто ключи. Наверное, отчасти это как по Хирону. Хотя не на этой неделе у нас выравнивание Хирона с лунным узлом в Овне. Хирон это у нас израненный целитель. Это произойдет через неделю. Это будет 19 числа. Кто-то из вас может подобную энергетику чувствовать. И, безусловно, нам тут, это старший аркан, не говорят, что мы тратим деньги или куда-то вкладываемся. Наоборот, дверь закрыта. Передышка, мои дорогие. И не говорит карта, что денег нет, а карта говорит, возьми отступление. Есть о чем задуматься. Значит, какова бы ни была ваша финансовая составляющая, как и не рассказывать, как и о своих финансах или о своих планах, как не выдавать секреты о своей личной жизни или какое-то финансовое состояние. Как будто нам придется искать ключи, чтобы уйти от какой-то ситуации. Может быть, придется уйти от каких-то трат, и вам придется ловко где-то проманипулировать или выйти из того или иного положения. По этой карте, знаете, нам тоже проходит самонаблюдение. Значит, неделя вот в таких спокойных энергиях, но не тогда, когда мы, имеется в виду расслабленные, да,
Нет, здесь вот как раз концентрация внимания и отказ от тех проектов или каких-то дел тем, которые лично для вас не будут служить продолжением или будут пустой тратой сил и времени, либо в последующем могут каким-то образом перевернуться и вам самим осложнить жизнь. Ну вот поэтому будьте реалистами более чем когда. И вот все то, что я говорила по картам, как будто последующие карты раскрывают это значение и добавляют, почему это нужно сделать. В личной жизни король огня. Посмотрите, сколько вашей энергии, мои дорогие овны. И паш огня, и вестник огня. Ведь это движение. У кого-то будет еще и перемещение, как будто придется отправиться, может быть, какие-то вопросы согласовывать, но и там, словно основа, помогает нейтралитет или маска, мои дорогие. Придется надевать, научиться одевать эти маски. И надо сказать, на весь 2024-2025 год, наверное, еще и на 26-й. Если мы, кстати, говорим про Хирона, он пробудет в вашем знаке до 27-го года, точнее по... Могу ошибиться. В апреле, короче говоря, он будет переходить, уже покидать ваш знак. Но вот представьте, сколько времени в вашем знаке Хирон, и словно какую-то ошибку вы не то что не должны повторить, а вы как раз раны какие-то свои должны залечить. Вот те состояния, которые стопорили ваши дела, те состояния, которые заставляли вас, может быть, не спать ночами, обдумывая снова и снова какую-то ситуацию. Вот правда, вам надо научиться быть в совершенно других энергиях, даже если внутри огонь пылает. К примеру, как на этой неделе. Личная жизнь – это ведь еще и ваша личность. И конкретно карты двора, король огня – это о ваших намерениях и целях. И здесь только карт, посмотрите, начинается с десятки огня, а помогает, когда с одной стороны с неожиданностями, это неожиданности в поведении людей, или любая как информация неожиданность, события, а помогает лишь как бы выражение нейтралитета, апатии, не вашим и не нашим, где-то сам по себе, но втихаря, потому что по вестнику огня в позиции, что скрыто, мы никому ничего не рассказываем. У кого-то из вас, если у вас сейчас все хорошо в паре, вы будете какие-то решения, может быть, в рамках, наверное, недели принимать, и вы все равно играете первую скрипку. То есть от ваших намерений и целей, видимо, какой-то, ну, дальнейший, может быть, или прогресс, или решение вопросов в вашей паре. Для тех, кто в сложных отношениях, что тут скажешь, тут нейтралитет, правда. Или вы можете в чем-то поставить точку, от чего-то отказаться, если примете решение, что меня это как будто тянет назад. Для тех, кто один или одна, нам не сказали, кстати, вообще, что эта неделя посвящена личной жизни, у нас ни одной карты такой не выпало, но, тем не менее, у вас как будто есть те вопросы, которые вам нужно правильно оценить, не столько даже решить, обратите внимание, а правильно оценить и занять, видимо, на эту неделю какой-то нейтралитет. Может быть, и выйти из какой-то скользкой ситуации отношений, себя не подставив под удар. Перекладывайте на себя почему-то вот такие карты, и карта нам буквально все, что мы описали, побыть отшельником. Может быть, на этой неделе, дабы, ну, даже если мы чего-то не увидели, чтобы ситуация развилась как будто сама по себе. А потом, скорее всего, вы еще какие-то сможете делать выводы, либо поступит какая-то дополнительная информация. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.